История Армении – это уникальная мировая сокровищница, полная летописей великих цивилизаций, жизнеописаний легендарных людей, драматических моментов, связанных с токами становления христианства. Много раз терпела Армения иноземные нашествия завоевателей, не раз казалось, что само имя Армении стерто с карты. Но армянский народ выстоял, отстояв свое существование в тяжелейшей борьбе. 30 тысяч квадратных километров, которые занимает сегодня Республика Армения, составляют лишь малую часть, менее 1/10 той огромной исторической Армении, хроники которой стали отдельной главой в мировой истории и культуры. Через Армянское Нагорье проходили важнейшие торговые и военные пути древнего мира, связывающие Восток и Запад. Столь выгодное положение Армении привлекало к ней многочисленных завоевателей. Поэтому границы древней Армении подвергались частым изменениям, а армянам приходилось осваивать все новые земли. Вот почему история Армении богата и бесконечна. Но самыми важными событиями можно назвать следующее. Если не считать, что древний человек появился на территории Армении еще в эпоху раннего палеолита, то первые проармянские племена – урарты, хуриты, лувийцы и другие, населяющие Армянское Нагорье, упоминаются уже на рубеже 4-3 тысячелетий до нашей эры. По одной гипотезе это фрако-фригийские племена, по другой – древние индоевропейские племена, пришедшие из Малой Азии. Названия страны Армения и народа армян встречаются впервые в клинописях персидского царя Дария I, правившего в 522-486 годах до нашей эры. В начале первого тысячелетия до нашей эры возникает классовое общество. Племена Армянского Нагорья объединяются в племенные союзы, уруатри, наири, даяне и другие, на основе которых в XI веке до нашей эры образуется могущественное древнейшее рабовладельческое государство Урарту со столицей Тушпа, Ван. В этот период происходит интенсивное этническое единение племен Армянского Нагорья и формируется армянская народность. В течение IX-VI веков до нашей эры народами Урарского царства была создана высокая древняя цивилизация, определившая культурное будущее древней Армении. О высотах этой цивилизации свидетельствует не только существование письменности, развитие земледелия, скотоводства и металлургии, но и высокая техника строительства крепостей городов Эребуни, Тиши-Баини, Аргиштихинили и другие. Однако внутренние противоречия, отсутствие единства, вторжение ассирийцев привели в начале VI века до нашей эры к падению Урарту. После Урарту эстафету истории на этой земле приняло древнее армянское царство Ервандуни. Правители и население Ервандуни уже были представителями сложившейся на основе армяноязычной этнической общности, предки современных армян. В 520 году до нашей эры армянское царство было завоевано персами и оставалось в составе империи ахеменидов как вассальное государство вплоть до походов Александра Македонского, 330 году до нашей эры. После падения персидской державы, с началом эллинистической эпохи, возникшей благодаря завоевательным походам Александра Македонского, начинается новая эпоха в развитии древней Армении. К началу этой эпохи территорию, населенную армянами, составляли три отдельные области: Большая или Великая Армения, Софена, лежавшая между Евфратом и верхним течением Тигра, и Малая Армения между Евфратом и верхним течением Ликоса. На рубеже II-I веков до нашей эры эти образования сливаются в единое мощное рабовладельческое государство, Великую Армению. Политическим, экономическим и культурным центром Великой Армении стала Араратская долина с центром в городе Арташат. Первый век до нашей эры стал золотым веком Великой Армении. В это время правит Тигран Великий, 95-56 годов, внук Арташеса I, основателя династии Арташесидов. Столицей государства стал Тигранакерт. Обширная империя Тиграна охватывала большую часть Передней Азии, распространилась от Каспийского до Средиземного морей, от Месопотамии до реки Куры. В этих границах Великая Армения продержалась, однако, недолго. С I века нашей эры территория Армении стала объектом ожесточенной борьбы между Римом и Парфией. В 69-66 годах до нашей эры империя распалась. Распад империи ознаменовал конец династии Арташесидов, правивших страной почти 2 столетия. Напишите свое мнение в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик. Приятного просмотра!